Всем привет! Сегодня запишем полноценный урок по трейдингу. В этом уроке будет абсолютно все, и теория, и практика. Кто уже видел мой YouTube канал, могли заметить, что у меня достаточно много обучающих роликов, но в основном они разбиты по темам трейдинга. То есть каждый ролик это отдельная тема. Вначале, когда я их записывал, я думал, это очень логично. Когда человек изучает отдельную тему, он смотрит отдельный ролик. Но сейчас я смотрю в YouTube очень большой запрос на то, чтобы все было в одном видео. Ну, скорее всего, это связано с тем, что люди не особо хотят клацать и искать отдельно взятые темы. Ну что ж, поэтому пойдем навстречу людям и сделаем один полноценный, всеобъемлющий ролик, который закроет все темы трейдинга сразу. Это видео мы разделим на отдельные разделы. Будет часть теории и будет часть практики. Обязательно пропишу тайм-коды, чтобы вы могли просто выбирать то, что вам хочется изучать. Только начинает, я рекомендую вообще все сразу смотреть, так как без полноценного понимания всей картины по трейдингу вы не добьетесь тех желаемых результатов, которые себе ставите. А кто уже опытный, либо смотрел теорию, которая есть у меня на канале, тогда можно переходить сразу к практике, ведь там мы просто сконцентрируем внимание на примерах из графика. То есть будем разбирать те рыночные структуры, которые мы изучим в теории. Цель этого обучения — познакомить вас с объемным анализом рынка, с анализом спроса и предложения и так называемой концепцией метод Вайкофа. Сейчас он эволюционировал в Smart Money, так называемая, очень популярная теория, но из того, что я вижу в интернете, в основном это просто преподносится price action, то есть это модифицированный price action. Сам же по себе Smart Money или концепция умные деньги, она берет за основу именно объемный анализ рынка, так как цель трейдера определить сделки умных участников рынка. Это и есть цель обучения. Вы должны видеть на графике, где умные деньги покупают, где они продают, чтобы торговать в их сторону и не спорить с их мнением о рынке, соответственно. Но чтобы до этого дойти, нам нужно, конечно же, пройти теорию, ну, чтобы было понятно, что из чего вырастает, откуда корни идут. Потому что весь этот объемный анализ, он же не с потолка берется, у него есть определенное объяснение. И мы попытаемся это с вами все подробно изучить в этой самой теории. Но перед тем, как начинать, скажу пару слов о самом трейдинге. Трейдинг — это профессия и очень привлекательная. Очень много людей приходит в трейдинг из самых разных сфер, из разных сфер жизни. Также я в свое время, получая техническое образование, образование у меня наладчик станков с ПУ и РТК, то есть это наладчик станков с ЧПУ, я в 22 года решил уйти в трейдинг. То есть в свое время трейдинг привлек и меня, несмотря на то, что я изначально учился совсем не этому. Но так как я поработал на заводе несколько лет и увидел, что зарплата не закрывает мои желания и потребности, я ушел в трейдинг. Примерно на 22 года мне было, когда я с ним только познакомился. Сейчас мне уже 35. Получается, 13 полных лет я уже в этой профессии. За эти 13 лет я достаточно долго работал в одном из крупнейших форекс-брокеров, финансовым аналитиком, и занимался, то есть непосредственно занимался обучением людей. То есть люди, которые хотели обучиться трейдингу, вот я выполнял функцию такого вот репетитора в компании и учил трейдингу. Соответственно, очень большой опыт, и вот методичка, которую вы видите, я ее составил в тот год, когда уже
решил сознательно заниматься именно обучением. Это примерно 21 год. То есть 4 года назад вот эти две методички, которые есть опять же в свободном доступе, вы можете скачать и их изучать самостоятельно. Их я составил на основе тех тем, которые в основном преподавал людям в компании и которые, на мой взгляд, являются достаточными для того, чтобы вы больше ни в чем не нуждались. То есть, изучив данные разделы, вы будете совершенно самостоятельным, полноценным трейдером. Все, что вам нужно будет, эту теорию просто попрактиковать в начале демонстрационном счете. После того, как вы хотя бы сделаете 50 сделок, получите средний плюс, тогда уже можно двигаться дальше. В принципе, краткое введение понятно. Давайте тогда начинать теорию. Что такое биржа? Как вы видите на экране, биржа это и вот определение. Я буду максимально упрощать всю эту теорию, чтобы, ну, скажем так, мы не высшей математикой занимаемся, как у меня в университете в свое время, а получаем достаточное понимание для того, чтобы двигаться от темы к теме. Соответственно, я буду просто комментировать вот эти все сложные определения, переводя их на максимально простой бытовой язык. Итак, биржа это по сути рынок, где, как вы видите, очень много есть всевозможных участников. Они делятся, можно сказать, по категориям. Это и государства, это и банки, это и компании и так далее и тому подобное. То есть абсолютно разные сектора экономики взаимодействуют на рынке. Оно и логично. Рынок объединяет все и всех. Что нам нужно из этого понимать? Что когда вы приходите в трейдинг, то вы будете, конечно же, торговать на рынке. На вот именно том рынке, который выглядит примерно таким образом. На рынок вы попадаете через, как правило, компанию. Сейчас очень популярны криптовалютные биржи, но когда я только начинал, тогда еще крипта была абсолютно не популярна, она только-только зарождалась. И я прекрасно помню, как биткоин стоил, ну вот когда я первый раз о нем узнал, буквально $600. Я думал, что это полный скам, но видите, сильно ошибся. Сейчас-то он стоит не $600, но такая вот жизнь. Не купил тогда, не поверил в технологию. Можно сказать, сейчас кусаю локти. Так вот, тогда были очень популярны Форекс-брокеры. Вот как раз в одном из них я проработал, ну, сколько? Получается, вот где-то 7 лет. 7 лет. Из 13 я отдал Форекс-брокеру. Форекс-брокеры — это компании, которые вам предлагают услуги, они вас выводят на рынок. Так как вы не можете торговать, вы не можете просто выйти на рынок, компания там покупает площадку, либо доступ. Это, как правило, стоит очень дорого. А когда я этим интересовался, это стоило что-то чуть ли не 4 миллиона долларов. Ну, то есть это вообще не по карману большинству участников, ну, мелких участников рынка. Соответственно, такие компании делают следующее. Они покупают эту площадку, сколько бы она им ни стоила, ну, скорее всего, они там пытаются, конечно же, купить ее максимально дешево. Это или связи, или договоренности какие-то. И за комиссию они вам предоставляют выход на рынок. То есть вы торгуете через них и стабильно платите им комиссионные. В этом есть весь бизнес брокера. Сейчас у нас есть криптовалютная биржа, как вы понимаете, ну, например, тот же Binance или Binance, кому как удобней. Там нет никаких брокеров. Вы непосредственно работаете на вот, соответственно, на самой бирже. И биржа как площадка дает вам возможность уже быть полноценным участником рынка. Вы там покупаете, торгуете, продаете с такими же людьми, как и вы сами. Соответственно, у биржи, нормальной биржи, не у криптовалютной, есть клиринговая палата, ну и которая регулируется комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам, CFTC так называемая. Почему я говорю нормальная? Потому что криптовалютная биржа пока вот этого вот нормального не имеет. Та, которую я приветствую, это биржа CME или CME.
Она находится в Чикаго, крупнейшая по фьючерсам. Большую часть своего опыта жизненного или трейдерского я проторговал именно на ней. У нее есть и клиринг, и, конечно же, комиссия по надзору. Зачем это нужно? Клиринг нам дает понимание о том, сколько сделок проходит по рынку или по бирже. И тут мы как раз таки будем искать сделки крупного капитала. А я, возвращаясь назад, хочу напомнить, что именно сделки крупного капитала мы ставим за цель определить на графике, чтобы торговать в их сторону и не спорить с трендом. Вот благодаря именно вот клирингу мы можем видеть эти объемы. Клиринг нужен для того, чтобы покупатель не обманул продавца и продавец не обманул покупателя. То есть у этого есть объективные причины. В каком-то смысле это отдел биржи, который отвечает за честность. Ну и, конечно же, самый главный надзорный орган, который смотрит над всеми и который штрафует по поводу и без, если что-то ему там не нравится. Если вкратце, получается, что вы являетесь участником рынка, у которого есть огромное количество всевозможных таких же участников, которые делятся по размеру капитала и влиянию на рынке. И ваша задача выжить среди всех этих акул. То есть в каком-то смысле вы маленькая рыбка в океане, а есть вокруг вас огромное количество рыб, которые превышают ваш средний, ну или ваш размер. Ритейл-трейдер, к сожалению, на рынке это в основном жертва. Я вот забегая наперед, в каком-то смысле спойлер. Если вы не будете действовать по правилам, которые как минимум озвучиваю я в этом видео, то у вас ожидают проблемы, потому что ритейл-трейдер, к сожалению, по статистике в основном теряет. А теряет он именно потому, что действует не по правилам и вообще действует бездумно. В итоге все эти комиссии ритейл-трейдеров распределяются между участниками биржи. И основные из них это маркетмейкеры и сама биржа. То есть они живут за счет ваших комиссионных. Не было бы комиссионных, жизнь была бы довольно скучной. Потому что сама по себе биржа добавочной стоимости или добавленной стоимости не имеет. Все деньги, которые она перераспределяет, попадают туда из реального сектора экономики. А значит, сколько зашло, столько и вышло. Ну и по карманам осело. Итак, в принципе, мы познакомились с брокером, мы познакомились с рынком. Так как сейчас, как я уже сказал, криптовалюты в основном актуальны, а когда я учился, это был Форекс, то вы видите, что я перечисляю здесь в основном основные мажорные валюты. Это те, которые приравниваются к доллару на валютном рынке. Основные сессии также видно: европейская, азиатская, американская, тихоокеанская. Но в основном торгуем мы европейскую и американскую. И самое активное время это пересечение Европы и Америки. Остальные сессии для валютного рынка проходят достаточно спокойно. Это если мы говорим опять же о валютном рынке. Фондовый рынок вообще открывается, американский, с открытием Америки, а фьючерсы в это время показывают минимальные объемы. Ну вот мы переходим к разделу 2 планомерно. После того, как мы познакомились вообще с рынком и примерное понимание получили, что же это такое и кто там есть. Виды анализов рынка. Ну вот вы и стали по сути трейдером. То есть трейдер это тот, кто начинает прогнозировать рынок, прогнозировать его будущее поведение. Трейдеры зарабатывают на том, что, ну, зарабатывают на разнице цен. А чтобы заработать на разнице цен, это надо купить так, чтобы цена выросла, и продать так, чтобы цена упала. Вот в этих двух случаях вы начинаете быть прибыльным трейдером и зарабатывать на все то, что вы так хотели, придя в эту профессию. Вся теория трейдинга крутится вокруг двух основных анализов. Это технический и фундаментальный. Технический подразумевает под собой работу с ценой и интерпретацией цены всевозможными способами, их просто куча. Это и фигуры на графике, то есть так называемые паттерны цены, которые показывали нет, скажем так, они
на истории показывали определенный вариант отработки. То есть так-то они в каком-то смысле не работают, но технический анализ их признает, потому что их частотность срабатывания примерно 50 на 50. Как работают, так и не работают. Это голова и плечи, это разные треугольники, это вымпелы, флаги, двойное дно, тройное дно, ну и так далее. Двойная вершина, тройная вершина. Вот это вот все называется определенным словом паттерн. Это первое. Второе, в техническом анализе есть индикаторы. Это просто бездна формул. Я где-то целый, ну, год или два, я даже уже сейчас так не скажу, но потратил на эти индикаторы точно. Начинал я от, как обычно, от стохастика. Стохастик — это осциллятор так называемый. А вообще я торговал через стандартный софт, это был MetaTrader, да и сейчас он очень популярный. Там был весь список индикаторов всевозможных. Начинал я, как всегда, со стохастик. Ну, как всегда, это основной просто, через который знакомиться. Потом был MACD, потом были мувинги. Потом я познакомился с Биллом Вильямсом и его торговым хаосом. Потом у нас потом ленты Боллинджера. Ленты Боллинджера — это, наверное, последний индикатор, после которого я с этой всей темой распрощался. Так как индикаторы не дали мне того, что я хотел, ну, что именно, хотел прогнозировать рынок, они мне не помогли. Хотя я использовал всевозможные комбинации этих индикаторов, ну, можно сказать, экспериментировал. Более того, в интернете это распространено. Очень много форумов, где люди эти индикаторы между собой складывают как угодно, добавляют всевозможные фильтры для срабатывания. Но так или иначе, все заканчивается, как правило, потерей. Почему? Ну, скажу, если просто. Все индикаторы — это все функция от цены. И так как индикаторы берут в расчет то, что было, они никак не могут благодаря этому спрогнозировать то, что будет. Потому что между прошлым и будущим лежит пропасть. Там нет никакой причинно-следственной связи. Все, что показывал индикатор до, например, выхода новостей, сразу же становится неактуальным во время выхода новостей. Поэтому также индикаторы я оставил позади. Ну, закончил я на Боллинджерах. То есть ленты Боллинджера мне казались максимально логичными, чтобы ими пользоваться, но и они в итоге отвалились. Потому что, кроме того, что они хорошо показывают волатильность и как с ней работать, в принципе, на этом все и закончилось. И последний раздел, с которым я познакомился в техническом анализе, это вот тот самый объемный анализ, о котором мы сегодня будем говорить в практике, которым я уже пользуюсь, ну сколько получается, лет 7. Лет 7 после того, как я научился понимать вообще эти биржевые объемы. То есть первые 5 лет у меня ушли, грубо говоря, на обучение, получал я свой вот этот бэкграунд, теоретический, который сейчас вам рассказываю, а дальше уже, соответственно, применение. То есть объемный анализ рынка — это раздел технического анализа рынка, можно сказать, такой третий кит, в котором я нашел себя, ну и который, в принципе, подходит большинству тех, кто с ним знакомился, ну или кого я, например, обучал в рамках обучения компании, либо уже после того, как перестал там работать. Фундаментальный анализ, вот этот анализ, это экономика, это все то, что для начинающего трейдера, которым, например, вы сейчас являетесь, вообще дремучий лес. Дремучий — это все то, что если вы не профессиональный экономист, сразу в голову вообще не ложится. Это одна из тех причин, почему так любят индикаторы. Индикаторы максимально простые в понимании. Это, наверное, вообще самое простое, что только может быть. Они уже изначально дают вам все то, что кажется вам нужно. Ну, то есть точку купи и точку продай. При этом на вас никакой нагрузки, вы не делаете никакой аналитической работы.
Просто следуйте показаниям. И почему так от них трудно людям отучиваться, ну, исходя из как минимум своего опыта преподавания, все в том, что они максимально комфортные. Когда вы торгуете по индикатору и совершаете плохие сделки, скажем так, но они в итоге будут плохими, хотите вы этого или нет, вы в каком-то смысле начинаете думать, что это индикатор плохой. Не вы как трейдер плохой, а индикатор плохой. И после этого начинается поиск новых индикаторов. Поэтому, как я сказал, и я прошел некий путь отбора этих индикаторов, а, ну, потому что я думал, если один не работает, то, наверное, тот работает. Ну, и так вот, пока не перебрал два или три десятка в комплексе, я понял, что они вообще не работают. Ну, это трудно принимать, потому что получается, что из вас так выбивают некий фундамент. Вы вот приходите в трейдинг, вам, как правило, в любой брокерской компании говорят, вот MACD или там вот стохастик, тут купи, тут продай, будьте счастье. И вы на радостях бежите домой, начинаете торговать, вроде бы с ожиданием всего самого хорошего, и более того, бывают периоды, когда они отлично отрабатывают. То есть проблема ж в чем этих индикаторов? Во флете работают отлично осцилляторы, они прекрасно показывают в диапазонах разворот, и вы по ним торгуя зарабатываете деньги. Но в трендах они не работают. При этом тот же мувинг в трендах работает шикарно, от них можно действительно там от этой средней покупать, продавать, если тренд, и получать прибыль тоже хорошо. И вот тогда какая проблема? Вы не знаете, в какой фазе рынка вы находитесь, во флете или в тренде. Ну вот тот извечный вопрос, который вам не даст возможность зарабатывать с помощью индикаторов. Если бы вы знали, что сейчас тренд, вы бы работали через мувинг. Знали бы, что, например, будет боковик, работали бы через стохастик. Ну, опять же, это про знание будущего, а его никто не знает. Так вот, с индикаторами, я думаю, понятно. Они максимально комфортные для новичка, но, к сожалению, они не несут той реальной пользы, которую вы для себя ищете в них. Фундаментальный анализ максимально некомфортный для начинающего. Это и процентные ставки, и индекс потребительских цен, и индексы производства, PMI всякие, количество занятых, нон-фарм, все вот эти числа, которые выходят каждый месяц в определенный день месяца. Это все влияет на денежно-кредитную политику центральных банков, через что они начинают управлять самым главным инструментом рыночной экономики, ключевой ставкой. В итоге, не зная этого, а это куча всего-всего-всего, новичок сразу от этого анализа отходит. И поэтому и в этом видео я вам не рекомендую в него на начальных этапах, ну, как бы лезть и изучать. Со временем, если вы останетесь в профессии трейдинга, вы с ним познакомитесь, и он даже вам станет естественно интересным. То есть, когда вы научитесь торговать, стабильно зарабатывать, видеть прибыль на экране, вы поймете, что как бы было бы неплохо еще что-то изучить и углубить свои знания. Вот именно вот этот анализ тогда уже будет актуальным. На данном этапе мы его просто проходим. Так выглядит экономический календарь. Все, что сюда входит, примерное описание. Ну, как я уже сказал, об этом мы не будем сейчас говорить. С этим вы познакомитесь в определенном этапе развития себя как трейдера. А вот технический анализ — это единственная оставшаяся функция или оставшаяся опция, которую нам надо выучить. Виды графиков, которые вы первое, что увидите у себя на экране, это бары, японские свечи, либо просто линия средняя, либо вот работа с этими графиками. Итак, в техническом анализе первое, что вы видите на экране биржи либо брокера, когда вы скачиваете терминал, это первая интерпретация цены.
У бара и у японских свечей есть основные 4 показателя. Это открытие, закрытие, максимальная цена, минимальная цена. Японские свечи отличаются от баров только тем, что тельце бара подкрашиваются вот таким вот, ну, делают, по сути, его полнотелым. В каком-то смысле это визуально очень удобно. Если тут не сразу понятно, что это за бар, хотя с опытом сразу понятно, то японская свеча сразу говорит, вот я зеленая, я растущая, вперед, покупай. Линия, ну, я думаю, тут понятно, это просто вот колебание цены. Причем нету вот этого вот диапазона. Эта линия строится по закрытию так называемой либо свечи, либо бара. То есть за, например, 15 минут мы получили какую-то цену, вот она зафиксировалась. Если бары и японские свечи при этом учитывают колебания во время этого графика, то вот такой график их, ну, не учитывают, а показывают просто то, на чем мы закрылись в том таймфрейме, когда этот график строился. Соответственно, в техническом анализе мы начинаем понимать и изучать тренды и их виды: бычий тренд, медвежий тренд и горизонтальный диапазон flat. Бычий тренд — это когда повышаются минимумы, повышаются максимумы, и по ним можно провести вот две такие горизонтальные линии, которые выделяют этот, соответственно, тренд. Медвежий тренд — это абсолютно зеркальная ситуация, это понижающиеся минимумы, понижающиеся максимумы. И тоже можно провести канал наклонный, который говорит о том, что рынок слабый. Горизонтальный диапазон, в свою очередь, это просто flat, где рынок в принципе не имеет конкретного тренда. Ну, то есть он ходит между условными границами поддержки и сопротивления, отбивается сверху, отбивается снизу, и вот так вот себя ведет рынок. Без четкого направления. Как правило, эти рынки возникают, когда нету каких-то явных новостей, нету никаких фундаментальных факторов, вот тех самых, которые изучают в фундаментальном анализе рынка, чтобы участники активно двигали цену. Так как рынок сам по себе эффективный, что это значит? Это значит, что цена всегда учитывает все, что есть, ну и стремится к той справедливой стоимости, то любые новости, которые фундаментально влияют в стоимость активов, моментально вы увидите отражение на рынке, потому что участники рынка максимально быстро на них реагируют. Соответственно, когда у нас боковой флет, ну, боковое движение, скорее всего, просто ничего не происходит значимого, чтобы это движение не изменилось. Соответственно, мы начинаем знакомиться с уровнями, и есть два вида уровней. Уровень поддержки, который строится, как правило, по минимумам, и уровень сопротивления, который строится по максимумам. Сам по себе уровень — это линия или место на графике, от которого цена меняет свое направление на противоположное. То есть, если цена росла, дошла до уровня сопротивления, отбилась от него, пошла вниз, то мы понимаем, это был уровень сопротивления. То же самое с поддержкой. Мы падали, мы дошли до какой-то цены, откуда мы развернулись и пошли наверх. Вот это теперь уровень поддержки. Два основных уровня, которые используются в техническом анализе. Вокруг них в основном вертится все, что только можно. Потому что уровни — это не просто линии. На самом деле под уровнями прячется более глубокий смысл, о котором мы уже поговорим дальше, когда подойдем к объемам. Итак, дальше вы видите основные фигуры в техническом анализе, те, которые я уже говорил: голова и плечи, клин, нисходящий, двойная вершина, двойное дно, восходящий, флаг, вымпел. Ну, в общем, все то, что в каком-то смысле в техническом анализе признается, имеет место быть и часто появляется на графике, но пользы от этого, как я уже сказал, немного. Они так часто работают, как и не работают. А значит, просто на них полагаться нельзя, иначе вы получите отрицательный результат. Соответственно, очень важно, что нужно проговорить. Они делятся на модели разворота и на фигуры продолжения тренда. Вот флаг и вымпел — это фигуры продолжения тренда.
А голова и плечи, двойная вершина, двойное дно, вот, это все модели разворота. Если, например, был восходящий тренд, и вы видите голову и плечи, то, скорее всего, ну как скорее всего, с вероятностью 50 на 50 тренд может развернуться. Я скажу вам так, по опытности я на них обращаю внимание просто когда они есть. Но сказать, что я на них ориентируюсь в торговле, точно нет. Потому что не факт, что они будут отрабатывать. Из технических фигур, из всех технических фигур этих паттернов я записывал ролик про флаг. Флаг и вымпел это примерно одно и то же. Они просто немножечко по-другому выглядят. Потому что сама вот эта фигура это про тренд. Их очень хорошо находить в рамках тренда, чтобы присоединяться к действующему тренду. Сказать, что это именно они создают тренд, ни в коем случае я так не могу сказать. Это просто картинка, но эта картинка показывает текущее состояние рынка. А значит, если вы их видите, то, скорее всего, вы находитесь в тренде. А наша прибыль трейдера– это всегда следование тренду. Если вы не будете следовать тренду, ничего хорошего вас не ждет на рынке. Итак, фигуры продолжения тренда и модели разворота мы обсудили. И вот мы переходим, наверное, к ключевой теме, ну, для меня лично ключевой, которой я пользуюсь и по сей день, это объемы. Почему объемы? Потому что объемы это некая информация, которая недоступна вам на графике, если вы их не используете. То есть все видят на экране брокера либо биржи цену, но не все видят количество проторговки на определенных ценовых уровнях. Почему? Да потому что просто этому мало кто обучает, и эта тема не особо распространена у большинства учителей в то же время, тем более новичков. Почему? Потому что тут уже начинается аналитика. Вот то все то, что скажем так, все то, от чего вас защищает применение индикаторов, вот здесь всплывает наружу. Индикаторы, как я уже сказал, они максимально комфортны для начинающего, потому что вам вообще не нужно, грубо говоря, думать головой. Вот есть сигнал, купили. Появился сигнал, продали. Никакого анализа рынка делать вообще не надо. Ничего не надо, только следовать индикатору. Но так как вы поймете, если еще не поняли, если вы только начали, что индикаторы не работают, то вам придется все-таки делать всю ту мыслительную работу, вот просто думать придется, чтобы совершать адекватные и правильные сделки. Без этого, ну, ничего не будет. И именно вот тут начинается та самая аналитика, анализ. Виды объемов, ну, как вы видите дальше, я показываю на скрине, есть тиковый, есть биржевой, есть горизонтальный. Тиковый и биржевой отличаются тем, что биржевой показывает реальное количество контрактов либо актива, перешедшего из рук в руки, у фьючерсов там немножко сложнее, пока не буду сюда лезть, просто сам смысл. Если мы говорим о биткоине, то это количество перешедших монеток из рук в руки. Если про акции говорим, то это количество акций, перешедших из рук в руки. То тиковое это просто количество колебаний цены за период времени. В биржевом, предположим, у нас таймфрейм 4 часа, вы видите, сколько акций либо криптомонеток перешло из рук в руки. В тиковом же вы видите просто количество колебаний цены за этот момент. Откуда он вообще берется? Так как я уже сказал, что в основном вы торгуете на рынке через дилинговые центры, так называемые брокеры, которые с вас берут комиссию, то у них нету данных биржевых объемов. Почему? Потому что подписка на CME, ну вот в среднем $150 в месяц сейчас стоит. То есть один инструмент $150, если вы вот реально торгуете на бирже через какого-то реального крупного брокера, настоящего. Понятно, что никто не будет вам покупать эти подписки, чтобы давать вам эти данные. Ну, представьте, у обычного дилингового центра там, например, 40 или 50 инструментов. Это какие деньги надо вкладывать, чтобы вам вот эту информацию давать. Поэтому они просто заменяют этот биржевой реальный объем на тиковый.
Выглядит он примерно так же, только внесет под собой вообще ненужную и пустую информацию. Им никогда пользоваться не нужно, абсолютно никогда, только биржевым. Дальше идет метод интерпретации этих объемов, так называемый горизонтальный объем, либо кластерный. Это когда вы видите количество проторгованных контрактов по конкретным ценам, а горизонтальный, ой, прошу прощения, вертикальный объем, это вот как раз-таки метод Вайкофа, когда мы видим количество объема, перешедшего из рук в руки, не просто в диапазоне цен, ну, вернее как, именно в диапазоне цен раз, а второе, на каком баре либо свече это произошло. У этого есть один огромный плюс, почему именно вот такая интерпретация побеждает вот этот вид. Потому что, забегая опять же наперед, скажу, что в методе Вайкофа мы же пытаемся преследовать не просто анализ спроса и предложения, вот такой оторванный от всего. Мы хотим увидеть, где те самые крупные деньги покупают, либо продают. А продают они, опять же, спойлер, не просто так. То есть они не выходят просто на рынок и пытаются там купить или продать. И это связано именно с тем, что объем их позиций настолько большой, что просто будет менять цену. Это никто не хочет из них, поэтому они в каком-то смысле начинают хитрить. Хитрить, чтобы покупать тогда, когда все продают, и продавать тогда, когда все покупают. Именно вот такой интерпретации графика и объемов мы можем видеть эти моменты. Итак, как я уже сказал, применение объемов — это вот эти вот столбики высокие, это активность. Она нужна нам для того, чтобы определять те моменты, когда крупный капитал либо заходит в рынок, либо выходит. Ну что ж, раздел 3. Чтобы дойти до логики Вайкофа, нам нужно сначала изучить саму, скажем так, саму структуру работы рынка. Трейдер на рынке пользуется в основном четырьмя основными видами ордеров. У нас есть два рыночных и два отложенных. Вот. Остальные, как правило, трейдеры не используют. Я говорю про обычных трейдеров. Тут начинают ордеры делятся на простое исполнение и на алгоритмические. Алгоритмические — это для больших дядей, это для тех самых фондов, банков, крупных капиталов. Они их используют для того, чтобы минимизировать свое влияние на цену. Рыночные нужны для того, чтобы купить, продать по рынку здесь и сейчас. В крайнем случае ритейл-трейдеры используют лимитные ордера. Это когда они откладывают свою заявку на какую-то цену, на уровень, например. Так вот, цена формируется на рынке взаимодействием вот этих основных четырех ордеров. Вы видите, как они влияют на текущую цену. Вот, предположим, у нас здесь стакан биржевой, так выглядит стакан. В стакане что получается? Размещаются лимитные ордера тех участников, которые хотят проторговать определенный объем по заявленной цене. Они хотят именно эту цену и никакую другую. Вот так вот наполняется стакан. В стакане заявки, ожидающие исполнения. А вот рыночные ордера — это от участников тех, которые не хотят ничего ждать, им нужно здесь и сейчас, либо, предположим, новости, стоимость поменялась, они спешат по рынку купить либо продать в зависимости от новостей. И чем сильнее новости, тем активнее и резче они будут это делать, покупать либо продавать. Соответственно, если тренд падающий, у нас всегда будет давление на колонки бидов, то есть цена будет постоянно рыночными ордерами, sell-стопами бить в ордера buy limit. Вот эти buy лимиты, биды так называемые, именно по ним будет идти давление, и цена будет падать, как только будут съедаться в стакане эти ордера. Если тренд растущий, то, как правило, доминируют на рынке buy-стопы, либо просто купить по рынку здесь и сейчас рыночные покупки, и они будут съедать оффера, либо лимитные ордера на продажу, аски. Соответственно, по мере съедения лимитных ордеров в стакане цена будет расти.
Вот, в принципе, такое влияние этих ордеров на цену. Преобладание того либо иного вида ордеров фактически формирует тренд. В падающем тренде, как я уже сказал, доминируют sell-стопы, то есть рыночные продажи, а в растущем buy-стоп, рыночные покупки. Вот здесь можно о них, в принципе, почитать, что есть что. Следующий момент, который мы видим в методичке, это торговая система. Вкратце скажу про торговую систему. Торговая система — это набор правил, которым вы следуете для того, чтобы зарабатывать на дистанции сделок. Торговая система может выглядеть как либо набор индикаторов, ну, предположим, это стохастик, там вот он генерирует сигнал купить-продать, и вы вот оперируете этими сигналами, и это для вас будет торговая система. Дальше торговая система это может быть просто торговля от уровней, как уже были сказаны, поддержка и сопротивление. На поддержке покупаете, на сопротивлении продаете. Ну и торговая система может, например, быть тот же метод Вайкофа, когда вы, интерпретируя объемы, движение цен, понимаете, что вам делать здесь и сейчас. Так вот, торговая система — это ключевой набор правил. И первое, из-за чего сгорают депозиты начинающих трейдеров, это именно ее отсутствие. Торговая система — это подушка безопасности, которую, используя, вы сохраняете свои деньги. Бессистемная торговля — это заведомый гарантированный убыток. Это вот прям радикально. Не будет ничего другого, только убыток. А торговая система фактически защищает вас от потерь и дает вам возможность зарабатывать. Но только при том условии, что эта торговая система абсолютно адекватна, она реальна, и она статистически обоснована. Статистически это значит, что вы не просто взяли какой-то стохастик и начинаете по нему работать, а, например, вы берете уже тот индикатор, который показал себя успешно на 100 сделках, предположим, либо 200 сделках, и он действительно показал там профит-фактор больше единицы, то есть это отношение среднего убытка к средней прибыли. Он показал, что винрейт у него, например, там 60%, то есть частотность плюсов и частотность минусов, перекос в сторону плюсов. Из 100 сделок 60 в плюс, 40 в минус. И тогда вы понимаете, ну да, если математика, статистика подтверждает, что мы находимся на положительной стороне математического ожидания, то тогда нет никаких проблем, надо использовать. Вот это и есть торговая система. Торговая система всегда оперирует статистикой, ни догадками ни в коем случае. В целом, я вот тут вот расписываю про риск-менеджмент, money-менеджмент, про соотношение прибыли-убытка, ну и основные ошибки. Переходим. Так, смотрите, я даже ошибся. В 2020 году была написана эта методичка. То есть перед тем, как я создал свою библиотеку по трейдингу, в которой, соответственно, есть обучающие статьи. Давайте разбираться, ну, то есть продолжать эту изучать теорию. Итак, как я уже сказал, в основе нашего метода лежит понимание биржевых объемов, потому что сам по себе технический анализ не настолько эффективный, как хотелось бы. Индикаторы нам не помогут, а экономику мы знать не знаем, потому что вы только пришли в трейдинг. Поэтому остается только интерпретировать цену, ее поведение и полагаться в своей торговле на более, скажем так, старших товарищей, но которые не просто старшие, они еще и гораздо крупнее вас. Поэтому, переходя к тому, что мы будем изучать объемы, мы познакомимся с методами. То есть у нас, как уже было сказано, в основе торгового метода лежит следование тренду, а значит нам нужно понимать, как рынок меняет свои фазы из баланса в тренд, снова в баланс и так до бесконечности. Соответственно,
Мы должны понимать и научиться понимать те уровни ключевые, от которых мы будем работать. Схематически это есть методички, уровень смены приоритета, так называемый. На графиках, когда дойдем до практики, мы уже там будем их на примерах разбирать. Сейчас просто так в теории я их пролистываю. Это все можно у меня на сайте увидеть, все эти примеры, которые показывают, как примерно выглядит расстановка уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни определяют динамику тренда. По ним мы будем определять начало нового тренда. Вот, например, у нас был нисходящий тренд, и уровень смены этого приоритета постоянно обновляет минимумы, 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 а потом его ломают и начинается уже восходящий тренд. Так вот, это называется рыночной структурой, и именно это мы используем в объемном анализе. То есть мы объемы связываем с ценой и, соответственно, понимаем, что куда направлен действующий тренд. Вот мы потихонечку подошли к самой теории объемов, применение объемов. Как я уже говорил, это количество сделок, которые переходят из рук в руки, либо актива, либо на бирже фьючерсов. Это количество просто сделок между покупателями и продавцами. График с биржи CME, фьючерс на золото, вы можете видеть скрин. Здесь у нас есть фаза растущего тренда, потом фаза боковика и фаза, которая меняется на нисходящий тренд с роста в боковик и в падение. Вот в концепции Вайкофа, которую мы будем искать на графике, вот такие фазы мы будем преследовать. Вы будете определять эти фазы, понимать, в какой фазе находится рынок. Итак, определение метода входа в рынок, как я уже говорил, на уровне смены приоритета. Так, дальше пример расчета объема позиций. Это нужно вам для того чтобы вы в зависимости от вашего депозита использовали правильный размер позиций в отдельно взятой сделке. Предположим, вы пришли на рынок, у вас есть депозит в $5000. Риск в процентах от капитала 2%. Для вас, как для новичка, здесь вообще желательно 0,5 поставить. Даже не 2%, а 0,5. 2 это, как правило, уже опытные, агрессивные трейдеры. Консервативно 1% используется, не больше. Так вот, от капитала нужно посчитать, зная риск, который вы можете допустить в отдельно взятой сделке, рассчитать среднюю стоимость пункта, чтобы понимать, каким объемом вы можете торговать. Вот это все есть в методичке, либо у меня на сайте, тоже не буду заострять внимание. Но это про риск менеджмент и money менеджмент. Это один из китов безопасного трейдинга. Если вы это будете игнорировать, ну, то есть вы будете завышать риски там, где это неуместно, или просто торговать очень большим объемом к депозиту, ну, предположим, там 15% от депозита в сделке, 10% от депозита в сделке, то, в принципе, я вам так скажу, какой бы вы вид анализа не использовали, объемный, необъемный, и вообще вы просто вылетите с рынка по убыткам. Почему? Потому что, как я уже говорил, в среднем есть такое понятие win rate. Win rate это частотность средней прибыльной сделки. Ну, например, из 100% win-rate, допустим, у вас 60%. Или будет, например, 65%. Что это значит? Это значит, что из 100 сделок 65 в плюс, 35 в минус, средняя между ними плюс. Отлично. Представим, вы 10% вкладываете в одну сделку. Что это значит? Это значит, что на седьмой сделке в убыток у вас уже депозита практически не останется. И вот в чем парадокс. Есть так называемая дисперсия у математического ожидания, это так, отклонение от среднего. Это когда даже с вероятностью 65% профита вы можете 7 раз подряд получить убыток. Вот такая математика. На это есть маленькая вероятность. Так, конечно, бывает редко, но этого достаточно, чтобы вы год работали вроде бы в плюс, а потом в один момент все отдали в рынок. И это самая распространенная ошибка у тех, у кого те, кто начинали уже учиться трейдингу. Ну, то есть новичок приходит, он, как правило, не знает ни страха, ничего в начале.
очень агрессивно работает, начинает очень активно зарабатывать, а потом все уходит в рынок. И только после этого приходит осознание того, что все было сделано неверно и надо учиться. Поэтому, как правило, приходят на обучение уже опытные. Новички редко приходят, потому что на первых этапах, как я уже сказал, рынок не кажется сложным, особенно благодаря индикаторам. Психология трейдинга — это вообще такая тема, которая стоит во главе угла. Она сама по себе вроде бы незначительна, потому что если вы торгуете системно, ее вообще не существует. А именно к этому я вас и призываю. Работая, торгуя системно, вы себя защищаете вообще от психологии. Вам абсолютно все равно, эмоции на вас никак не влияют. Но если вдруг вы торгуете несистемно, не ставите стоп-лоссы, сидите в просадках, то вот это начинает, вот знаете, как из бездны такое чудовище всплывать, и все. И тут на этом все заканчивается. Психология разрушает, наверное, больше депозитов, чем даже сам рынок. То есть не зря есть поговорка, что если вы не знаете, кто вы на самом деле, рынок — это не лучшее место узнать. Потому что именно страх потерять, жадность заработать и все, что связано с надеждой, это все про то, что вы вылетите в трубу. Там, где вы будете бояться рынка, вы не будете совершать сделки. Не совершаете сделок, значит счет расти не будет. А там, где вы чересчур оптимистичны, вы начинаете завышать риски. А так как я уже сказал, что будущего не знает никто, есть вероятность, что вы просто совершите глупую сделку, то пол депозита может уйти на одной такой сделке. В итоге все вместе это приводит к глупым сделкам и потере депозита. Поэтому не зря есть такое мышление профессионального трейдера-игрока. Это мышление человека, который вообще не про психологию и не про эмоции. Вы как будто изначально такой вот алгоритм, робот, который, как я говорил в начале, я же настраивал станки с ЧПУ, это станки, которые действуют по заданной программе. Вот трейдер — это вот станок с ЧПУ. Есть торговая система, как заданная программа, и вы по ней двигаетесь. Без этого ничего не будет. Итак, дальше мы переходим к математической модели прибыльной торговой системы, которая говорит о том, что, ну, вернее, скажем так, это просто базовый набор того, без чего вообще вы можете даже не начинать торговать. Если ваша торговая система не соответствует набору вот этих критериев, это значит, что средний ваш на дистанции результат будет убыточным, а значит, что через 100 сделок, через 200 ваш депозит обнулится. Это то, о чем я говорил, положительное математическое ожидание, либо отрицательное математическое ожидание. Вот это вот именно оно. Без этого можно вообще не торговать. Вот эти вот основные правила для положительного математического ожидания. Это стоп-лосс, это соотношение риска-прибыли, когда он должен быть больше единицы, 1 к 2, а в идеале 1 к 3, а чем больше, тем лучше. Ну и вероятности. То есть, как выглядит положительное математическое ожидание? Предположим, у вас стоп-лосс по отношению к профиту 1 к 3, ну то есть вы зарабатываете $3, когда рискуете одним, тогда при вероятности даже 50 на 50 вы все равно на дистанции имеете больший плюс. Вот это есть эти правила. Их можно тут подробно прочитать. Уровни зоны — это место поиска сделок, как я уже говорил. И вот тут в методичке есть примеры. У меня на сайте есть примеры по ложному наколу уровней и как с ними работать. Я там статье, которая посвящена как раз-таки практическим примерам и рекомендации по торговой системе, подробно вот несколько примеров разобрал по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, что зачем следует, где стоп-лосс, где цель и так далее. Ну и вывод. Краткий, я думаю, он говорит о себе достаточно. У нас сейчас мы где-то уже сколько сидим, час. Примерно час ушло у нас на то, чтобы пройти быстренько теорию. А почему я в этом, ну, сейчас подробно ее не разбирал? Потому что у меня, как я уже сказал, на канале достаточно разобранной теории.
по трейдингу. Поэтому кому из того, что я сейчас проговорил поверхностно, недостаточно, вы можете все это изучить уже непосредственно в отдельно взятых роликах. Поэтому с этим вообще никаких проблем. А, Поэтому можно, как я уже и сказал, переходить к практике. Под практикой, а я говорил метод Вайкофа, мы ставим себе за цель чтение рынка для того, чтобы понимать, куда развивается тенденция. Сейчас вы видите на экране евро-доллар. В данном случае у меня евро-фьючерс-доллар. На бирже CME нету прямой котировки евро-доллар, как на дилинговых центрах, есть фьючерсы. Но так как биржа CME находится на территории Соединенных Штатов Америки, то понятно, что там все выражено в долларах. Поэтому фьючерс, который вы покупаете, фьючерс на евро, имеет в себе контракт, это базовое количество этой валюты, если я правильно помню, там 125 тысяч единиц этих, то вы покупаете, понятно, за доллары по той цене, которую вам сейчас показывает рынок. У фьючерсов есть спецификация, как я уже сказал, туда входит количество того актива, который вы торгуете, ну и выражен он в долларах. Поэтому фьючерс 6Е это фьючерс на евро, либо аналог евро-доллара на споте. Спот это внебиржевой рынок, это рынок, где торгуют крупнейшие банки мира, так называемые банки-маркетмейкеры. О маркетмейкерах на рынке ходит куча страшилок, и я видео специально о них записывал, чтобы немножечко рассказать, кто это, что это. Поэтому в этом видео про них говорить особо не буду. Но так или иначе, так как спотовый рынок и фьючерсный рынок связаны через этих маркетмейкеров между собой, это ошибки-арбитражеры, высокочастотники, которые выравнивают цену. Если цена отклоняется на фьючерсах от цены на споте, то арбитражеры это со скоростью света, ну скажем так, покупают, продают до тех пор, пока не выровняют эту цену. Они зарабатывают минимальное изменение цены в своей сделке, но так как они это делают максимально быстро, то вот отсюда получается их прибыль. И так как это институциональные игроки, то есть это, можно сказать, инфраструктурные игроки, вот эти маркетмейкеры, у них стоят огромнейшие дата-центры, скорость исполнения их заявок молниеносная, никакие ритейл-трейдеры и рядом не стояли, то они имеют по праву сильного свое право на то, чтобы забирать вот эту вот арбитражную разницу, если рынки, например, расходятся между собой в цене. Для ритейл-трейдеров это недоступно, поэтому об этом нет смысла даже говорить. Но, что важно, так как эти участники присутствуют и там, то в каком-то смысле вот эти вот объемы на фьючерсах нам подсказывают их мнение о рынке. Вот в чем смысл же объемов, как мы уже сказали. Мы в объемах хотим увидеть уровни, где эти самые крупные участники торгуют. На уровне сопротивления они хотят продавать, на уровне поддержки хотят покупать. Объемы это нам показывают вот эти вот ультравысокие объемы показывают меру их активности, а цена показывает ту сторону рынка, которую они занимают. В рамках метода Вайкофа рынок движется фазами от накопления крупным капиталом к распределению крупным капиталом. То есть крупные денежки, когда идет снижение, они преследуют цель более низких, чтобы начинать покупать. А когда идет тренд восходящий, они преследуют более высокие цены для того, чтобы рынок пришел туда, где они будут продавать. Вот, в принципе, их активность на графике – это те самые крайние точки рынка, которые мы будем искать в методе Вайткофа. Для чего это? Нет, даже скажем так, не для чего. Для чего понятно, чтобы купить дешево, продать дорого и заработать разницу цен.
Почему они действуют таким образом? Как я уже сказал, крупные умные деньги реагируют на стоимость. На рынке есть всегда цена. Цена это то, что... Цена это по сути последняя совершенная сделка. Например, на фьючерс евро. А есть стоимость глазами умных денег. Так вот, эти умные деньги на стоимости дорого, конечно же, продают, на стоимости дешево, конечно же, покупают. И получается, что цена ходит от дешево к дорого и наоборот. Вот это в Вайкофе мы и для себя первое, что узнаем. Второе. Так как я уже сказал, что эти умные самые деньги не могут купить просто так, или, скажем, Вайков сказал, куда там мне. Это же не я эту методологию разработал. Так как они не могут купить просто так и продать просто так, им приходится хитрить. Они пытаются, вернее, как они не пытаются, они покупают тогда, когда все продают, и продают тогда, когда все покупают. Если вы помните, еще когда мы знакомились с видом отображения, с видом отображения объемов, я говорил, что направление бара либо направление свечи для нас очень важно. Почему? И вот теперь мы сейчас это обсудим. Направление бара и свечи очень важно по той причине, потому что оно показывает преобладание тех самых рыночных ордеров. А так как крупный капитал хочет покупать тогда, когда на рынке много продавцов, то это и есть то идеальное место или тот идеальный случай, когда можно купить много, при этом абсолютно не влиять на цену. Крупные деньги ждут момента, когда цена придет на уровень, где бы они хотели купить, это раз. А второй, им надо дождаться момента, когда все там захотят по какой-либо причине продавать. Под словом «все» я имею в виду большинство. Предположим, пробой какого-то уровня слева, либо какой-то технический паттерн, все что угодно, но все, что вызывает активные агрессивные продажи на рынке, воспринимается профессионалами, если они понимают, что стоимость выше, отличной возможностью, чтобы покупать. Поэтому в этом методе Вайкофа есть 4 вида сигналов основных, которые, вокруг которых все крутится. Первое — это кульминация продаж. Это когда большинство участников рынка ордерами типа sell-stop агрессивно продают, поэтому возникает такой всплеск объема, который визуально выше среднего. Вот если я так вот средний проведу, то видно, что визуально он выше. И не зря это самое активное, ну это пересечение, как правило, бывает Европы и Америки, когда все-все-все активненько торгуют, денежки текут в рынок и совершаются сделки. Вот в этот момент могут крупные те самые деньги выйти на рынок и, скажем так, открыть свои позиции. Максимально упрощаю, чтобы было понятно, не вдаваясь в детали. Так как мы уже поняли, что они хотят покупать, когда все продают, нам именно и нужна эта кульминация продаж. Кульминация продаж — это давление рыночных продаж по стакану. А они в этот момент выставляют вот этот ордер, buy limit, лимит, вот тут вот, который абсолютно никак не влияет на цену, но преследует своей целью купить. Так как эти рыночные продажи толкают цену вниз, они съедают эти buy-лимиты, и заявка потихонечку наполняется. Можно сказать, вот тут вот такая вот чашечка стоит, которую вот эти крупные деньги подставили, или лучше даже, скажем так, котомка такая, в которую грибочки собираются. Более того, в стакане вы не увидите размер этой заявки. Это я уже про алгоритмические ордера хочу сказать. Они используют, как правило, ордера типа айсберг. Это специально такой ордер, хитрый ордер, который скрывает размер конечной заявки. Крупные капиталы не хотят, чтобы вы видели, где они начинают покупать. Поэтому в стакане, как правило, там будет стоять единичка. Как только эту единичку съедят, подставится новая единичка и так до бесконечности. Не зря айсберг. Вы видите только макушку, а вот сам размер ордера, он где-то вот там вот в толщах воды океана.
Вот этот айсберг работает именно по такому принципу. Он потихонечку подставляется в стакан, в момент его съедания подставляется еще. И вот так вот по чуть-чуть в итоге набивается вот такой вот огромнейший объем. Умные деньги, крупные деньги активно покупают тех, кто продает. Вы можете видеть, что в снижении часто будет возникать этот ультравысокий объем. И вот я сразу хочу отговорить вас от такой попытки, как просто его увидев, активно покупать. Ну, по логике следующей. Раз здесь большой объем, цена падает, точно крупные деньги начинают покупать. Ни в коем случае так делать нельзя, потому что этот ультравысокий объем, во-первых, возникает по той причине, что рынок они не поддерживают. Они убирают всякую поддержку с рынка, и возникает этот объем. Объем, это как путь наименьшего сопротивления, показывает нам, что они хотят видеть более низкие цены. То есть это объем, это следствие их желания или, скажем так, их взгляда на рынок. Так как они абсолютно не покупают, возникает дисбаланс спроса и предложения, появляются эти широкие бары с ультравысоким объемом, и это говорит нам о том, что они находятся в фазе накопления. В фазе накопления это значит, что они преследуют низкие цены, чтобы рынок в итоге пришел туда, где они купят. После того, как в рамках Вайкофа произойдет накопление, это, как всегда, боковое движение. У меня на сайте есть схематически разобран пример, какие фазы есть в этом методе. Там их что-то около 5, если я сейчас правильно помню. Ну, это не суть. Мы сейчас просто разберем основные, на которые нам нужно обратить внимание для того, чтобы определять, как они меняются. Так вот, ну, но сам факт, вы можете с этими фазами там познакомиться. То есть они у нас не скрыты, их можно изучить. А здесь просто дам следствие. Итак, вот наш боковик, тот самый, в котором цена постояла небольшое количество, ну, времени, относительно небольшое. Плюс вы видели, что там были агрессивные распродажи. Вот последняя волна с ультравысокими объемами. Так называемая кульминация продаж. Все активно по рынку продают селл-стопами, профессионалы активно покупают лимитными покупками, лимитными ордерами, которые на цену не влияют вообще никак. Там, где будет реально эта зона накопления или зона распределения, перед тем, как выйти, ну как сменить медвежий тренд на бычий, как правило, будет ложный накол. Это, кстати, почему ложный накол, я всегда о нем очень много говорю и в статьях, и в видеороликах. Потому что ложный накол это просто, наверное, самый лучший индикатор, который только вообще существует в методах анализа рынка. Ложный накол, он именно потому и ложный, что перед тем, как рынок начнет менять тренд, профессиональные деньги по новостям или по любой другой отговорке делают резкий сильный тычок в противоположную сторону, чтобы снять стопы тех, кто имели неосторожность здесь купить. Ну, то есть так как профессионалы покупают там, где большинство продают, то есть сантимент медвежий, как правило, здесь покупок минимум от ритейл-трейдеров, либо от средняка. Но если так получается, что вместе с ними здесь тоже покупают всякие участники рынка, то, конечно, попутчики крупному капиталу не нужны от слова совсем. И в методе Вайков это так называемая встряска, встряска именно от слова встряхивать, рынок резко, сильно, быстро ныряет под какой-то уровень, выносит стопы, вот тут вот покупали, предположим, на минимумах и стопики свои ставили. Вот цель этой встряски нырнуть до стопов, выбить стопы. А что такое стоп-лосс? Если вы здесь купили, предположим, это евро, то стоп-лосс это закрыть принудительно здесь и сейчас.
Или на нашем рыночном жаргоне это продать по рынку. То есть в рамках сведения ордеров стоп-лосс — это обратная заявка. Если вы купили, то избавиться от сделки — это значит продать. А умным деньгам это только и нужно, если они здесь уже активно покупают, то, конечно, еще одной порции распродаж они будут только рады, ведь это дешево. Вот именно на это встряска и направлена. Выбить те стопы, до которых реально достать. И как я уже сказал, это возникает, как правило, перед тем, как тренд начнет разворачиваться. Поэтому самый проницательный трейдер — это тот, кто, первое, не стремится откупать падение. Вот это просто зло. Это вообще никогда нельзя делать. И не стремится торговать в этом боковике. Самый умный трейдер — это тот, кто, понимая, как меняются фазы на рынке, ждет, просто сидит и ждет, видит, ну, например, вот тут где-то там продали и сидите в фазе накопления. То есть рынок падает, вы счастливы, вы счастливы, вы счастливы. Когда же вам выходить? Когда вот этот вот момент и случится, это самые лучшие моменты триггеры для вас. Потому что после ложного накола, если это именно тот самый накол, о котором мы говорим, что здесь было накопление, ниже цены уже просто быть не может. Вот здесь, когда вы увидели, вы можете, если вы продавали, уже переворачиваться, становиться в покупку, причем в покупку вы становитесь, когда меняется уровень приоритета, так называемый, который мы разбирали схематически с вами. И он находится первый вот здесь. Первый уровень, от которого цена пыталась обновить свой минимум. Вот он уровень. Произошла встряска, ложный накол условной поддержки, выбили стопы, объем показывает, как много выбито участников, тех, кто пытался купить. Также это и покупки со стороны крупных денег, и цена начинает потихонечку выходить из боковика, и вот здесь начинается пробой. Пробой и ретест. Вот эти бары с хвостиками — это первые признаки того, что уровень приоритета сломлен, и технический медвежий тренд, вот этот весь, отменяется. Начинается фаза бычьего тренда. Вот это та структура, которую нужно всегда преследовать, если вы хотите торговать спокойно, комфортно и, самое главное, результативно. Вы должны, первое, никогда не покупать медвежий тренд. Вы должны покупать только бычий тренд. Присоединяться вы к новому тренду должны, когда ломается уровень смены приоритета с медвежьего, и он становится бычьим. От этого уровня уже начнут повышаться минимумы. То есть вы уже здесь можете проводить первую линию поддержки и работать в рамках новых уровней приоритета, потому что от них будет постоянно уже цена повышаться, а вы можете их просто поднимать, тянуть за каждым новым уровнем, поднимать свою поддержку. До тех пор, пока не сменится снова фаза рынка, то есть у нас была фаза распределения, профессионалы преследовали более высокие цены. Почему? Потому что, как вы видите, объемы теперь у нас ультравысокие, здесь шли вниз. Они не поддерживали рынок и хотели на низах где-то купить, ну в данном случае на истории здесь. А в фазе распределения наоборот, вы видите, что объемы всегда будут вылетать, как правило, на растущих барах. Почему? Да потому что они вообще не продают, они же ведь купили, а значит, они хотят уже видеть более высокие цены. А для того, чтобы цена росла, надо, чтобы был дисбаланс спроса и предложения. А объем — это, по сути, путь наименьшего сопротивления. То есть это показывает, куда же течет этот дисбаланс. И так как они абсолютно на рынке не продают, вы видите, на всех даунбарах это будет всегда минимальные объемы, прям до пустот доходить. Они вообще не продают, чтобы когда приходили покупатели, они спокойно могли по стакану цену гонять наверх. До тех уровней, опять же уровней, как всегда в основе уровней, где они начнут продавать. Вот в данном случае мы видим здесь снова кульминацию покупок. Ну, мы о ней говорим, исходя из истории. Как я уже сказал, в моменте ни в коем случае, вот прям ни в коем случае никогда нельзя гадать, где же она произойдет.
И потому что мы ее торговать не будем. Максимум вы можете здесь зафиксировать свою сделку, если вы в чем-то не уверены. Но ни в коем случае в продаже здесь лезть нельзя. Это рано. Вы должны присоединяться к действующему тренду, а не пытаться ловить разворот. Новички всегда ловят разворот, и это всегда их губит. А действующий тренд — это максимально комфортная позиция с понятным стопом, с понятным контролем риска. Так вот, как я уже сказал, у нас есть уровень смены приоритета. В данном случае вот он находится. Это последняя волна, от которой мы пытались обновить свой максимум рынка. Сейчас я его нарисую, чтобы было видно. Это наша ключевая поддержка. И мы вот так вот поддержки потихонечку подтягиваем за ростом цены. Так как мы видим здесь ультравысокие объемы, и понимаем, что здесь могла произойти та фаза распределения, где профессионалы уже сбрасывают все то, что купили когда-то вот здесь, отдают снова. То есть тут они вытряхнули слабые руки, купили у них актив, цена выросла и снова продают тем слабым рукам тот актив, который у них же купили только дешево, а им продают дорого. В итоге профессионалы купили дешево, продали дорого. Неинформируемая публика или толпа, так называемая в методе Вайкофа, продает дешево, покупает дорого. Вот такой бизнес для них невыгодный. Так вот, этот снова боковик с нашим уровнем смены приоритета, и вы видите, как он начинает пробиваться. Вот здесь вот, как только произошел пробой уровень смены приоритета, вы можете понимать следующее, что, скорее всего, здесь снова произошла фаза, в данном случае уже фаза распределения, и профессионалы будут заинтересованы в чем? В том, чтобы цена падала. И самое важное, как правило, уровень смены приоритета пробивается на вот этих вот самых повышенных объемах. То есть эти повышенные объемы, вы же помните, я сказал, что объемы — это путь наименьшего сопротивления, они появляются именно там, где они преследуют новый тренд. Без этих объемов ничего ждать не приходится. Именно наличие объемов говорит о том, что им уже рынок не интересен в данном случае, и они будут преследовать более низкие цены. Какой сделать можно вывод, если кратко? Вот эти объемы ультравысокие сами по себе не являются ни сигналами ни к действию, ну то есть сигналами к действию. Это не точки входа. Точки входа — это всегда уровни уровни смены приоритета. Это первое. Второе. Эти точки входа ваши должны быть после того, как фаза уже у вас перед глазами. Как я сказал, мы ее придумывать не должны, гадать, где она есть, мы не должны. Мы должны просто зафиксировать то, что она появилась, как здесь, когда мы разбирали, и то, что уровень смены приоритета первый сломался. А дальше применяем следующую простую логику. Вот те бары с хвостиками, которые я говорил вот здесь вот, в данном случае здесь были растущие Пиноккио бары, ну или на свечках просто Пиноккио. Что такое Пиноккио? Это бар с хвостиком, где тельце где-то вот тут вот вверху. Вот это бычий пин-бар. У нас нос идет внизу. Почему Пиноккио? Потому что, если вы помните из сказки, у Пиноккио нос рос, когда он обманывал. Чем сильнее этот хвост, носик, тем значит он сильнее обманывает. Ну, скажем так, условно говоря. Так вот, вот эти вот барчики являются для нас минимумами или максимумами рынка в зависимости от тренда, который вы торгуете. Если вы находитесь в рамках бычьего тренда, то это, как правило, поддержки. Они, как правило, очень хороши для постановки аккуратненьких, красивых стоп-лоссов, то есть стоп-лоссы вот тут стоят. То в медвежьем тренде вы можете их тоже наблюдать, они вот будут появляться периодически, за ними очень хорошо ставить стоп-лоссы, потому что выше цены просто быть не может. Иногда, конечно, их будут накалывать. Вот в данном случае рынок наколол Пиноккио, ну и свалился вниз. Это просто значит, что не нужно ставить прям за ним, нужно брать небольшой запас хода.
Более того, так как вы будете торговать, скорее всего, через дилинговые центры, то еще и спред у дилинговых центров пляж. Это значит, у вас даже цены могло бы не быть, но расширенным спредом вас может выбить с рынка. Так вот, чтобы этого не было, учитывайте еще возможность, особенно на новостях, что спред будет расширяться. А значит, прям вот один в один пип с пип ставить не нужно. Это может вас выбить просто спредом. Это вы можете делать запас достаточно, ну, не то чтобы большой, но в рамках разумного, потому что на любое вот то движение, которое вы ставите стоп-лосс, если вы работаете в рамках тренда, ваша потенциальная прибыль, как правило, всегда будет больше 1 к 2. На любой риск, который вы берете в сделке, если вы работаете уже в рамках текущего тренда, ваша ожидаемая прибыль будет в среднем превышать минимум в 2 раза, может быть в 3 раза, а иногда и больше. А значит, такие сделки с позиции математического ожидания, о котором я говорил, они являются приемлемыми и, ну, одним словом, приемлемыми. И все, вы можете спокойно их работать на дистанции просто 100 сделок, у вас в среднем все равно будет плюс. И вот, вот такой простой набор правил, как первое, определение фазы, в которой находится рынок. Если это фаза накопления, это значит у нас медвежий тренд. Профессионалы преследуют более низкие цены, чтобы накупиться, будет боковик и смена тренда. Вы работаете, грубо говоря, от медвежьих пин-баров. В фазе роста вы будете работать от бычьих пин-баров. Ставить относительно короткие стопы, а получать, соответственно, большую прибыль. И тогда положительное математическое ожидание, оно будет на вашей стороне, а значит все будет хорошо. Ну вот, это если по-простому. Новости. Вот как раз сегодня у нас ФОМС, и завтра у нас выходят данные, если я правильно помню, по Нунфарму, после того, как шатдаун прекратился в Америке. Это я сейчас к чему? На новостях абсолютно нежелательно торговать, потому что новости, как я говорил, это фундаментальные факторы, которые могут поменять максимально быстро мнение крупного капитала о рынке. И что это значит? Прям простой практический пример. Предположим, у нас сейчас, вернее так, не предположим, у нас сейчас конкретно медвежий тренд на евро. То есть у нас есть уровень переприора, мы его сломали, Пиноккио бар медвежий, и цена находится под ним. То есть рынок слабый. Объемы идут вниз, объемы, как вы видите, ультравысокие, то есть намекают нам на то, что евро с большей вероятностью подвержена снижению, а значит, ни о каких покупках не может идти и речи. Но предположим, выйдут новости, или еще Дональд Трамп, президент США на данный момент, что-нибудь скажет, что вот просто как гром среди ясного неба, вот никто не ждал, и вот там пошлины ввел, поругался с кем-то, война с Венесуэлой, там, с наркотрафиком. В общем, все что-то такое вот глобальное, геополитическое, которое выходит в моменте, и никто этого не ждал, и никто не предполагал. И вдруг это выходит. Профессиональное мнение о рынке меняется, цена, понятно, на это отреагирует моментально. То может быть вот что-то вот такое. Вот такое вот страшное, ну то есть волатильность, и вас, предположим, выбивает из рынка. Так вот, если такое происходит, это не значит, что нужно упираться рогами, ну, как бараны делают, и что бы то ни стало о себе говорить, так у нас же должен быть медвежий тренд, потому что тут фаза, ну, умные деньги продали и так далее, надо продавать, ни в коем случае так делать нельзя. Потому что в момент выхода таких новостей они просто уже могут поменять свое мнение о рынке. И если цена не падает, а они могут покупать по рынку агрессивно, если что-то кардинально изменилось и вас выбивает. Это, скорее всего, говорит как раз-таки о том, что вот это вот вы просто должны забыть. Просто забыть. И значит у вас все, если вас выбивает из рынка, нету вашей сделки. Просто сидите, ждете формирования новой ситуации, где снова произойдет либо накопление, либо распределение. И по всем тем правилам
смены уровней приоритета, о которых я сказал, вы будете торговать. Тогда на дистанции 100 сделок и выше у вас депозит планомерно будет развиваться. А вот эти новости это просто как вот тот форс-мажор, либо черный лебедь, который вы не ждете, не ждали, да и многие не ждут, но он случается. И вот в этот момент вы просто получите свой стоп-лосс, он будет небольшим и вообще никакой психологической нагрузки вам не будет представлять. И все, и вы в безопасности. Там может, как говорится, огонь с градом с неба сыпаться, а вы все, вы вне рынка. Вы деньгами не рискуете. И вот это на самом деле, наверное, самое ключевое преимущество трейдинга перед инвестированием. Почему мне нравится трейдинг? Это именно потому, что вы по-настоящему контролируете риски. Кто такой инвестор? Инвестор это тот, кто что-то купил и забыл. Безусловно, есть очень умные инвесторы, которые обходят по доходности всех трейдеров вместе разом. Тот же, например, Уоррен Баффет, который показывает прекрасные результаты из года в год на протяжении уже 50-летий. Но давайте быть честными. Уоррен Баффет один на весь мир, ну скажем так. Повторить его это очень сложная задача. И более того, его портфель, он очень диверсифицирован. Это настолько проницательный участник рынка, который все свои риски как раз-таки защищает не стопами как трейдера, а тем, что он определенные группы активов либо бизнесов набирает в свой портфель. Поэтому ему, конечно, черный лебедь, мягко говоря, не грозит. Но вот как в основном бывает, кому он грозит? Предположим, вы криптотрейдер, вот вы верите в биткоин, что он будет стоить миллион. И пусть он даже будет стоить миллион. Вот как я говорил, я познакомился с биткоином, когда он стоил $600. Не поверил в это все, думал, развод какой-то, а сейчас он под сотку стоит. Ну, сейчас он падает, там сейчас 90 что-то, около того. Ну, сам смысл. И пусть он даже будет стоить миллион, а вы сейчас его купите, а он обвалится, например, до 80 тысяч, ну потому что там сейчас фондовый рынок падает, опять же новости, черные лебеди, вот та вся геополитика, о которой я говорю. И пусть он туда шлепнется. В каком вы будете состоянии? Вы будете под самым сильным психологическим давлением. Почему? Да потому что вы не инвестор на самом деле. Вы спекулянт, вы купили один инструмент, и более того, вы купили даже инструмент, который не приносит дивиденды. Если Уоррен Баффет, покупая компанию, он получает процент от прибыли компании, что очень здравая инвестиция, безусловно, то вы купили криптомонетку, которая и ладно, это еще биткоин. А если это еще какая-нибудь там Пеппе или еще какой-нибудь мемкоин, то у них вообще даже нету экономической какой-то обоснованности. Ну есть и есть, играются там какие-то участники ей, гоняют цену вверх-вниз, а вы думаете, что вы инвестор. Никакой вы не инвестор. Вы просто купили инструмент без стоп-лосса в надежде на счастье. И вот именно в таких случаях больше всего денег и теряется неопытными участниками рынка. Поэтому трейдинг в этом плане очень хорошо помогает, потому что вы контролируете уровень вашего убытка. Если вы зашли в позицию, и у вас тут, ну пусть полпроцента, либо процент, а потенциальная прибыль даже 2, ну вот тут то вы понимаете, что да, хорошо, сейчас там что-то случится, вас выбило. Ну и ладно, ничего страшного. В следующий раз зайду, заработаю, перекрою тот убыток и заработаю сверху. В такой модели никакой рынок вам не страшен. Более того, никакой психологии, никаких эмоций, никаких давлений. Вы не становитесь заложником рынка. А ведь самое страшное в психологии трейдинга это именно быть заложником рынка. Когда вы торгуете без стопа и рынок вас блокирует, это все, это смерти подобно. Я лично в самом начале просидел, помню, 2 или 3 недели против тренда, хотя до этого я там что-то с $40 сделал чуть ли не под 500. Ну, то есть феноменальный рост, там что-то x10. А потом 3 недели смотрел, как рынок идет против меня и съедает все то, что я так
зарабатывал успешно, я думал, я очень успешен, что делало меня бесконечно счастливым. Потом все эти деньги ушли в рынок. Сидел и мучился. Более того, я помню последнюю неделю уже вот открылся понедельник, открылся рынок. Я думаю, хоть бы уже закрылся рынок. Меня настолько вымотал этот тренд, все кишки вымотал. Я уже психологически просто потух. Не мог я смотреть на то, как деньги уходят в рынок. Это просто было ужасно. Мало того, мой пример, я это постоянно слышу, когда ко мне приходят на обучение, это сплошь и рядом. Это первый тот самый негативный опыт, из-за которого уходит депозит в рынок, трейдер все теряет и потом только берется за голову. Так вот, если вы новичок и смотрите это видео, просто не повторяйте этих ошибок, делайте изначально все правильно и будет вам счастье. Психология вам может обернуться гораздо дороже, чем вот этот вот маленький коротенький стопик. Потому что стоп вы получили и депозит в безопасности, вы им уже не рискуете. А без стопа риск на весь счет. Если выйдет какая-то новость и, как я сказал, Дональд Трамп что-то скажет, все, это можно пиши пропало, одним словом. В принципе, ну, можно сказать, на этом и можно заканчивать. Я надеюсь, вот это видео поможет многим не потерять свой первый депозит на рынке. Но, к сожалению, по статистике ко мне, как правило, приходят уже опытные участники. Я мало учил новичков за все то время, сколько работал у брокера. Только те, кто уже прошел вот этот путь болезненный, понял, что он действительно все равно хочет быть трейдером, несмотря на то, что получил вот этот самый негатив, тот учится и уже достигает своих результатов. На этом все. Желаю всем профитов.